Друзья, сегодня мы окунемся в мир гастрономии, так как будем готовить баски чизкейк. Этот десерт покорил миллионы сердец по всему миру из-за своей уникальности. Он получается совершенно другой, чем привычный для нас чизкейк, так как его фишка в том, что он выпекается при очень высокой температуре, и верхний слой становится такой коричневый и обжженный, за счет чего он получает такие карамельные нотки. А внутри он остается очень мягкий, нежный и сливочный. Если вы хотите попробовать что-то новое и порадовать своих близких, то оставайтесь со мной до конца. В данном видео я вам покажу и научу, как сделать идеальный баски чизкейк. Как всегда, следите за руками, а мы поехали! Первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, подготовка нашей формы. Я взяла диаметром 23 сантиметра, и сейчас нам нужно постелить пергаментную бумагу в форме, так как нету в основе печенья, как бы в привычном для нас чизкейк Нью-Йорк. Нам нужны два листа. Берем один и сверху еще один. И потихонечку начинаем это все помешать в нашу форму. Свободные края мы можем пообрезать, чтобы они случайно не зажиглись в нашу духовку при выпекании. Наша форма готова. Теперь нам нужно замесить и приготовить сам баски чизкейк. Для оригинального рецепта Сан-Себастьян используется крем-сыр Филадельфия, но я хочу, чтобы мой чизкейк получился еще более нежный и сливочный, поэтому я буду использовать еще маскарпоне. Отправляем это все в миску. И к нашим крем-сырам я добавляю сахарную пудру. Почему мой выбор упал именно на нее? Потому что она легче растворяется и добавляет более нежную и шелковистую консистенцию. Берем ложкой или лопаткой, или что, как вам удобно, и начинаем это все превращать в однородную консистенцию. У меня крем-сыр был комнатной температуры. В нашей смеси мы добавляем ванильный сахар. Если у вас есть, например, экстракт ванили, можете его тоже добавить. И все, дальше мешаем. Когда наш сахар растворился и мы получили вот такую гладкую и нежную консистенцию, мы добавляем 3 яиц комнатной температурой. Размешали одно яйцо и потом добавляем следующее. Для нашего чизкейка я беру всего лишь 20 грамм муки. И запомните, не нужно забивать его с мукой, потому что он должен быть очень нежный. А если вы добавите больше муки, он станет, ну, такой, знаете, как камень. Добавляем. У меня мука просеяна уже. Теперь мы с венчиком будем работать. Убираем все ложки. И начинаем мешать, так, чтобы комочки не остались. Заметьте, я не использую миксер, потому что если мы его будем использовать, при мешании с миксером очень много кислорода попадает в эту смесь. И при выпекании, к сожалению, выпечка будет неравномерно подниматься. И это будет нарушать структуру нашего чизкейка. Поэтому только вручную, либо с венчиком, либо с ложкой, либо с лопаткой, с чем вам удобно. Мы растворили нашу муку во смесью, и теперь мы будем добавлять сливки. Лучше всего использовать 33% жирности, но у меня нет 33% в магазине, поэтому я взяла 30%. Не сладкие. И перемешиваем очень-очень хорошо. Наша смесь готова, и переливаем ее в нашу формочку. Если у нас образовались вот такие пузырьки
и они видны, то мы можем просто с лопаточку вот так их просто лопнуть. Если вы хотите, чтобы все пузырьки ушли от нашего чизкейка, мы можем его вот так покрутить или просто постучать. Таким методом все пузырьки, которые были внутри, они из-за стука уйдут снаружи, и мы можем их лопнуть. Теперь выпекаем чизкейк 35 минут при 240 градусов, пока он не получит такую черненькую подгоревшую корочку. Наш чизкейк готов, и сейчас, как всегда, мы его попробуем. Здесь у меня домашняя соленая карамель, можете и без нее. Ой, какой он нежный. Очень вкусный, ребята. Настолько нежный, просто сногсшибательный. Поэтому 100% его нужно сделать. Если вы хотите что-то новое попробовать, то обязательно вам нужно сделать баски чизкейк. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!